Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодняшнее видео это бывает такая ситуация часто при подсадке маток, когда матку не принимают. И в принципе, что в такой ситуации можно сделать? Вот я сейчас покажу. Значит, у меня здесь семья была очень плохого матка, плохого качества. Я ее удалил, но не стал долго ждать, практически где-то через пару часов в клеточке подсадил туда матку. Просидела она там пару суток где-то. Ну, то есть это я как по ускоренной программе такой. Если бы у меня одна матка была, я бы так, конечно, не делал. Но поскольку у меня, в принципе, матки еще есть свои, если эту что-то не получится, то я подсажу другую. Поэтому я хотел как быстрее. Но сейчас покажу, что из этого получается и как, опять же, можно выйти из этой ситуации. Значит, смотрим. Семейка тут небольшая. Кстати, вот еще стоят с нуклеусов. Я вот так обычно подставляю рамочки, чтобы они выбирали отсюда мед. И тут, если выходят пчелки, вот выходящие еще где-то, то они их выгревают. Поэтому вот такие за заставной у меня обычно в ульях стоят еще рамочки. Значит, ну, смотрим. Так. Ну, я тут уже посмотрел, как бы, и просто, ну, хочу показать. Если получится у нас это, как бы, не всегда и получается. Дело в том, что, ну, вот, как бы, маточка ходила, и в какой-то момент вот они ее взяли в клуб. Вот там они ее, ну, в общем-то, если ничего не сделать, они ее и задавят. Ну, какой выход? Значит, вот здесь я приготовил. У меня, вот я, ну, клеточки я делаю из таких шприцов. Положил туда, сейчас если выпадет, не выпадает. Ну, если видно, канди. Такую горошинку я там положил внутри, если видно. Вот. То есть, ну, можно больше, меньше. И колпачок, чтобы закрыть. Так, можно, конечно, это в обычной клеточке делать. Туда тоже канди наложить и сюда маточку поместить. Ну, я попробую вот в этот шприц. Ну и так смотрим поближе камеру. Вот такой, их теперь надо, они там злятся. Они очень злятся, конечно. Вот она, кстати, полетела. Вот я ее поймал. Сейчас покажу, если, ну, если не улетит. Вот, видно, маточка? Все, я ее сюда, вот, запустил туда. Ну, поймал, и вон она там. Меченая, видно. Ну, то есть не задавили, они ее не жалят, они ее... Если не нравится, то вот просто давит. Значит, вот корм у нее есть, я ее закрываю. И можно разместить вот таким вот образом прямо на рамки, вот сюда. Прямо на рамки. И вот куча какая. Главное, там еще нет ничего уже. Запах матки остался, а они продолжают там давить. Вот не согласны, как его принимать. Ну, еще раз, тут нету открытого расплода никакого. Открытый я весь забрал. Закрытый расплод есть еще. Ну, просто что недолго выдержанная семья. И эта семья, опять же, тут пчелы не только молодые. Тут разновозрастные пчелы. Поэтому в такой ситуации выдерживать их надо чем дольше. Вот если раньше выпускать матку, то вот смотрим, что бывают вот такие ситуации. Вот, ну, и раньше то же самое я такие процедуры как бы проделывал, то, ну, я еще работаю, как бы не всегда на пасеке бываю. Бывает, что вот так вот разместил, уехал на работу, приехал через неделю. Через неделю уже все спокойные, уже никто никого не давит, просто открываешь, маточка пошла и работает. Вот, поэтому буду смотреть по настроению. Еще 2 дня там. Вот. Ну, если не получится, я же говорю, в запасе-то у меня есть матки. То есть, ну, я для чего это рассказываю? Что такая ситуация очень часто бывает при подсадке маток. Как спасти матку? Вот один из вариантов, как можно ее все-таки, ну, попытаться их уговорить, чтобы они ее приняли. Ну, на этом все. Если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!